Вася тупорылый. Какой, блядь, паблик? Боже, друг, не говори мне, что ты поверил. Здорово всем. Меня зовут Сэмми, ребят. Ну и сегодня мы научимся делать наконец-таки Эдиты в Sony Vegas. Ну не хуже, чем в АЕ! Ну все, что возможно, проебу свою возможность. I don't give a fuck, я все сделал по-другому. И таких, как я, тут много их ломают. Воу-воу-воу-воу. Ну для начала небольшая ремарочка, друг. Я подключил вебку и хочу тебе кое-что объяснить. Sony Vegas это все-таки прога, ну такая, знаешь, ну менее профессиональная, чем After Effects. Но если у тебя нет компьютера хорошего, да, или ты просто дурачок, то при большом желании можно и в Sony Vegas многого достичь, в принципе, ну ты понимаешь, или не понимаешь. Ну короче, за 1,5 года в этой проге я чего-то там немножко научился, как говорят, да, ну и просили уже давно все-таки что-то запилить, как-то научить, поэтому сегодня мы научимся делать эдиты с нуля, друг, на примере одного моего ворка. Я тебе покажу вообще все, что можно, я тебе покажу и расскажу. Ворк, цепь отчуждения. Ой, блядь, цепь осуждения. Мы так снимались, ты тут как туха, только свист не передал из уст в уста. Ты меня ждал тогда раз-два, и у меня улыбка на лице. Бешеный взгляд, и в руке цепь. У меня улыбка на лице. Бешеный взгляд, и в руке цепь. У меня улыбка на лице. Бешеный взгляд, и в руке цепь. У меня улыбка на лице. Бешеный взгляд, и в руке цепь. У меня улыбка на лице. Бешеный взгляд, и в руке цепь. У меня улыбка на лице. Бешеный взгляд, и в руке цепь. Я не упорот, нет, никогда не упорот. Когда покидаю свой дом, меня ненавидит весь город. Смотрите, что мы делаем. Мы просто заходим вот сюда, вот на вот этот Project Video Properties. И смотрите, во-первых, мы здесь делаем разрешение. Я в этом эдите сделал его немного плоским специально, таким длинненьким. Поставил 1920 на 810. Вы ставьте 1920 на 1080. Это будет просто обычно хорошее разрешение. На 1080, запомните. И фреймрейт, вот эту тему мы ставим, ну вот, 29970. Это будет наш вот 300 FPS. Больше не ставьте. Меньше можно, но это уже для таких, для эдитов конкретного, скажем, типа low FPS. Но мы ставим вот среднюю, ну, 29970. Нормально. Apply и все. Просто закидываем, значит, мы анимешку сюда, да? Вот моя анимешка закинута была. И просто, потом еще закидываем музяку свою, вот она музяка. Вот она, вот она, вот дорожка. Закидываем это, то, и просто анимешку, да, берем и нарезаем под бит. Просто нарезаем, какие нам кусочки нравятся, мы нажимаем S-очку. И вот, типа, ну вот такой вот момент нам понравился, да? И просто выбираем моментики, которые нам нравятся, да, и все такое. И просто мы их потом перетащим, да, и склепаем вот нарезочку. Вот у меня, вот она, нарезочка готова, вот она, вот это вот. Дальше, ребят, вот дальше уже намного интереснее. Чтобы нормально фигачить в Sony Vegas, нам нужны плагины. Вот, видите, вот в этом столбике у нас вот эффекты. Просто, какие нам плагины нужны? И просто сейчас смотрим, что, зачем я кидаю. Открываем вот эту вот страшную зелененькую штуку, да, Event Fix. И охереваем, да, вот здесь у меня куча эффектов. Я их пока что отключил. Вот, чтобы понять, как это делать, вы просто листаете вот этот список, да, находите эффект, просто вот так вот перетягиваете его на фрагмент, и все, и у вас будет все вот так вот. Ну, короче, что мы делаем друг за другом? Сначала я сделал все-таки твикстер. Вот и здесь вот в этом столбике я нашел свой твикстер. Это чтобы делать замедление, опять же, качественное. Вот, твикстер, все. Что мы делаем, чтобы сделать хороший твикстер? Нажимайте правую кнопку по фрагменту, Properties.
И ставите частоту обновления фрагмента вашего на 4. Если вы делаете аниме. Не поставите 4, вы обосретесь, ребят. Получится, ну, говно, понимаете. Этим можно будет только жопу вытереть. И обязательно, смотрите, также PKM, switches и disable resample. Resample тоже отключайте. Если не отключите resample, то вы обосретесь. Но, ребят, ваш видос нужно будет, ну, просто удалять. У Твикстера есть одна нам важная настройка. После того, как вы, конечно, скопировали вот эти все мои изначально, да? Поставили все правильно, вот, видите. Вот, находим мы speed, скорость нашего фрагмента. Нажимаем вот эти вот часики. Это обязательно, ребят. Вот я на первом кадре, вот видите вот эту вот таймлайнчик, вот эту вот линию. Смотрите только вот на это, на Твикстер. Ниже пока не смотрите. На первый кадр сначала мы вот в самое начало отводим. Я здесь поставил его 120 speed, можно его побольше ставить. Потом я через 10 кадров, вот видите, здесь еще ключик. Через 10 кадров я поставил уже speed 20, чтобы оно замедлилось, вы же понимаете, да? Типа от 120% к 20, чтобы было, ну, медленно, круто, вот так вот, опа. И, смотрите, обязательно в Sony Vegas нет у нас никаких графиков, мы, ну, дурачки тут сидим. И вы просто делаете, вот по этому очку вы нажимаете PKM и выбираете Fast Fade. У нас теперь кадр будет, смотрите, замедленный. Опа, видите, он замедлился немножко, видите, нормально. Сейчас к самому главному, к переходам. Главный переход, основа, так сказать, всего эдитинга, это scale. Scale это просто приближение, короче, зум вперед-назад, да, scale. Чтобы делать scale хороший в Sony Vegas, вот это, конечно, уже секретная формула, ребят, но я вам ее покажу. Просто эффект нам нужен S, Blur Mercurius, это сапфир. Здесь, по сути, я так-то ничего не менял, я убрал Shutter Duration, потому что Shutter Duration это размытие вонючее в движении, оно нам не нужно. Вот это нам говно, ну просто отключайте его и ставьте вот эти Wrap X и Wrap Y на рефлекты. И все, в принципе, все будет круто. И смотрите, дальше, самое главное, мы анимируем дистанцию, за дист. Анимируем. Где оно? Вот наш этот Mercurius. На первом кадре, ну как обычно, понимаете, для каждого бита и для каждого случая это будет немного по-разному. И я не могу, нет какого-то точного, понимаете, рисунка, чтобы это сделать, но в среднем примерно все везде похожее. И сейчас вы хотя бы примерно поймете принцип, какой нам нужен. Начинать мы кадр будем с приближения жестко. Видите, я с единицы поставил 0.333. Можно поставить типа 0.300, типа, ну, около того. От 0.300 до 0.500 примерно ставите. Потом через 4 кадра можно делать через 3. Через 3 тоже норм будет. Через 4 кадра я поставил 0.933. И ближе к концу уже, вот здесь снова, я поставил единичку. Понимаете, как это делается? Это просто в итоге будет, ну, он вначале резко отдалится. И потом он потихонечку будет отдаляться. Все будет плавно в итоге, все будет красиво, ребят. Также ставим fast обязательно. Мы же, по сути, только сделали только в начале переход, да? Вот оно здесь. Изначально только оно отдаляется, да? А потом-то ничего не происходит. Для этого я накинул еще один S-Blur Mercurius. И просто также анимировал The Dist. Смотрите, что я сделал на этот раз. Вот он. Я в середине кадра, примерно чуть ближе к концу, сделал единичку. Потом вот ближе к концу еще, за 4 кадра до конца, я поставил уже 0.940, чтобы оно немного приближалось, понимаете? У нас прошлый Mercurius сделал так, что оно удаляется, а вот этот у нас просто будет немножко приближать уже. Мы ставим эти кадры на ключи на slow, уже не на fast, хотя вот slow. И потом последние 4 кадра приближения, ну жестко уже, на 0.467 я поставил. Можно типа 0.3 поставить, ну тоже норм будет. Так у меня новый компьютер, у меня пресетов моих нет, поэтому я быстро накидал тут, что получилось, да, но в принципе можете его юзать. Мне вообще насрать. Кстати, ребят, да, очень советую вам уже реально самим что-то делать, понимаете, просто скопировать пресет. Вы ничем от меня не отличитесь в этом случае, и никому второй сейвми не нужен, и, ну, можно будет этим только жопу потереть, понимаете, поэтому настоятельно рекомендую, пока вы учитесь, да, базару нет. Посмотрите просто, хотя поймите принцип по пресету, а потом уже учитесь сами что-то делать. Реально будет намного круче. Не дрочите ни на какие-то там пресеты, проекты, не будьте дураками, не скидывайтесь целыми сквадами на проект какие-то, да, чтобы потом одинаково делать всем. Нет, это, конечно, тупо. Вот какой я шейк сделал. Шейк это просто, чтобы наш кадр, чтобы переход не выглядел очень таким прямолинейным, да. Он, видите, как херачит кадр? Видите, он трясется еще из стороны в сторону. Вот это жестко будет. Я юзаю S-Dissolve Shake. Анимируем мы просто Amount. На часики нажимаем. Вот первый самый этот показатель. Вот этот наш шейк. И анимировал я Amount на 14 кадров до нуля. С 0.122 до нуля. Пас также. Это шейк мы первый добавили.
И еще один шейк, это, конечно, тоже уже для таких более продвинутых пацанов. Я назвал его лонг просто. Это чтобы, знаете, чтобы у нас весь кадр, во время всего кадра немножко тряслось. Потому что здесь очень бит, жирные басы. И я решил все-таки это нахерачить немного, да, подливой. И вот что я сделал еще. Еще один шейк просто сверху накинул. Вот такой вот. Уже видите, я анимировал здесь амплитуду. Не амаунт, амплитуду анимировал. И до конца кадра практически. Вот, здесь уже амплитуда. Интересно, она здесь не 0, 0.83. Ну, короче, до нуля, короче, здесь можно анимировать, и все нормально будет. Блюр. В таких в экшен эдитах советую юзать Blur Directional в преимуществе. Вот, я его сделал вертикальным, просто ничего здесь не менял, абсолютно ничего не менял. Ну, только амаунт поставил, ну, на копейки, больше это не играет ничего. Поставил я здесь угол, angle 90 градусов, просто чтобы он был вертикальным, видите? И анимировал амаунт на... от начала на 15 кадров до нуля, чтобы в начале был блюр и он прекращался. И с конца кадра я слоу с нуля анимировал до 0.54 в конце. И вот все, в принципе. Чтобы в конце он тоже заблюрился. Ну и вот и все, в принципе, ребят. На каждом кадре я здесь, чтобы было попроще, я, в принципе, то же самое и юзал. Видите, здесь тот же самый скейл. Тот же шейк, лонг и обычный шейк первый. И блюр. Здесь, в принципе, все аналогично. Единственное, что меняется, так сказать, порядок. Смотри, что мы делаем. Вот здесь ты просто ищешь в этом списке, предварительно скачав Magic Bullet Lux. Вот он, такая вот штука. Просто кидаем, смотри, чтобы нам кинуть не на конкретно на фрагмент, да, а то он только на одном куске и будет, это же ну говно, ты понимаешь. Мы просто, смотри, берем и вот сюда его тянем. Видишь, здесь такая же штука Event Fix, только это сразу на все, сразу везде ты кидаешь. Вот сюда я его перетянул, я его уже перетянул, вот он. И заходим в этот Magic Bullet Lux. О май гадабл, Данила. Какая вот штука страшная у нас открывается. Здесь просто дохерища стандартных штук. Ты их можешь юзать. Они, конечно, такое себе, но для новичка, типа, чтобы понять вообще, что инструменты делают, это самое то. Просто кинул Light Flex, немного, видишь, на красного перевел, чтобы покраснее стало. Потом Diffusion, чтобы светились немного светлые участки. Потом Edge Softness, ну это ты все вот здесь вот ищешь, ты понял, да, Tools? Чтобы просто замылить края. Потом вигнетка это чтобы затемнить края. Потом курвис, это вот такая полоска, видишь, ты типа можешь дергать тут точки, чем вот левую часть ты дергаешь, это ты темнее делаешь. Темные участки темнее. А правые вот эти ты вверх дергаешь, это ты делаешь светлые участки светлее. И все круто. И накинул я поп, вроде по дефолту или нет, ну на 20% поп, это чтобы линии казались более четкими. Ну так, визуально качество ты поднимаешь, просто вот и все. И обязательно ты просто юзай поп всегда, там в курсе что-то потыкай вигнетку, да, ну и там уже остальное сам смотри. Так. И смотри, что еще я здесь сделал. Я просто скачал оверлей из ютуба. Вот такая штука, видишь? Вот это вот. Просто написал что-то глич, оверлей, что-то такое. Ну и просто накинул сверху. Вот сюда на этот квадратик нажимаем и выбираем параметры наложения screen, чтобы оно вместе с этим и показывалось, а не поверх него, понимаешь? Не закрывало его, а вместе с нашим куском показывалось. Вот и все, я накинул это говно и, в принципе, все. Конечно, друг, то, что я тебе показывал, скейлы, это только один из таких, одно из направлений вообще эдитов. И базару нет. Есть еще очень много всего, массы, ты понимаешь? Этот путь, он просто бесконечен. Но я надеюсь, я тебе хоть для первого раза я тебе показал, как хотя бы заскейлить, как сделать переходы. Этого, в принципе, будет достаточно, чтобы начинать что-то, да? Ну чё, чувак, посмотрел гайд? Да, посмотрел. Ну и чё, как тебе вообще? Слушай, чел, я вот посмотрел, нихуя не понял, раз, потом пересмотрел, нихуя не понял, два, и думаю, сколько можно сидеть в этом видеогайде ёбаном, блядь. Может, что-нибудь... А чё тебе надо? Слушай, как тебе такая идея? Может, ты там раздашь работу, блядь, за подписку? Заткнись, блядь. Так, ну слушай, ну можно, в принципе, раздать. Да вообще, можно, в принципе, раздать. Да. Или что тебе его просто так раздать? Ну, это, придумай какое-нибудь условие, чтобы не надо было просто так раздавать. Там, пускай кто-то что-то сделает, чтобы получить. Чё? Дебил, блядь. Придумай что-нибудь.
Да как чё придумать-то, ты дурак? Ну пускай, например, подпишется на паблик. Да как куда подпишется? Да на паблик я тебе говорю, Вася тупорый. Какой, блядь, паблик? Так, ну подпишется, пусть на паблик. Ебать, нормально, да?